Все работы я покажу в конце, так что досмотрите. Ну или просто возьмите и перемотайте. Я что, вас учить еще буду? Всем привет! Это видео тоже пришло довольно спонтанно, как и все мои видео последние. Конечно, кто уже был на моем канале, могут спросить. Полина, ну ты ведь уже рисуешь. В смысле ты будешь сейчас рисовать 7 дней, учиться рисовать 7 дней? Вот, как бы люди, которые давно со мной, они все это видели. Они знают, что я рисую. Акварелью особенно. Нет, я не хвастаюсь. Я просто выебываюсь. Я поняла, что я давно не экспериментировала в этом деле и не училась чему-либо новому. Поэтому я решила, что я буду каждый день использовать разные материалы, и даже те, которыми я ни разу не пользовалась, например, маркерами. Еще у меня лежит какой-то акрил, я его покупала по дешевке. Это важно подчеркнуть. Он пока мне кажется очень некачественным, но я попробую что-то из него сделать. Не знаю, получится или нет пока что, но мы попробуем. Ну и плюс порисую какие-нибудь там, не знаю, руки, например, портреты, потому что я давно это не делала, не тренировала, а надо бы, потому что... Ну, просто надо. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Какой любопытный голубь у меня тут сидит на подоконнике, а? Авось не спугну. Сидела вот это чудо, заглядывала прямо ко мне сюда. Что ж тут такого интересного происходит, да? Первый день я буду рисовать акварелью, поэтому посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что что-то получится. Потому что, да, я давно именно адекватно ею не рисовала. Вот это вот максимум акварели, который я делала. Конечно, очень забавно то, что люди у меня в комментариях просили туториал по акварели, как я рисую акварелью. И тут вот я выкладываю видео о том, как я учусь рисовать. Вот эти блогеры, а? Сами еще ничего не умеют, а уже чему-то учат. Уже курсы продают какие-то. Вот люди пошли, а? Нет, ну я в шоке просто. Выбрала вот такой туториал, в котором я буду рисовать. Ну и попробуем. Потому что в таком стиле я еще ни разу не рисовала. У меня нету такой крутой кисти, как у акварелистов, которая, знаете, такая плотная, с кончиком тоненьким таким вот. У меня такой кисти нет, у меня есть только такая, которая наиболее похожа на то, что у них есть. Надеюсь, что это не трагедия. Что ж, начнем. A few moments later. Да, у меня закончилось терпение, чтобы ждать, пока оно само высохнет. One hour later. Как говорится, снимем скотч, и должно стать красивее. И вот эта рамочка добавляет как будто бы профессионализма работе. Знаете, вот без рамочки $5, а с рамочкой уже 10. Такие вот ощущения. Как бы вот один из пейзажей, который я вчера выбрала, чтобы нарисовать. И сегодня как бы вот погода. Вот такая вот серая, дождливая. Получается, накаркала, да? Получается, да. Ну вот что получается у меня, что у нее. Ну это грустно. Мы с вами написали легкий, ненавязчивый скетч с видом Парижа. Он продолжает Легкий, ненавязчивый. урок, этот открытый урок. Присоединяйтесь, пишите вместе со мной и... Что сказать тебе, Женя? Ну это как посмотреть легкий, ненавязчивый. У нее такая красота, а у меня как бы такая ерунда получилась. Не акварельная. Ой, этот фонарь чего стоит? Башня, это, ну это вообще без комментариев. Ну короче, не знаю, что ей сказать, конечно. Но у меня не получилось легким и ненавязчивым. Да. Боюсь, тут даже эта рамочка не поможет мне спасти работу. Вот же птица. Ты что, на пол экрана? А ему деревья нравятся. Фотоаппарат любит весну. О, кинематография. Что? Кинематографичного.
буду вот пить чай. Как должна выглядеть нормальная акриловая краска? Как выглядит моя краска, которая позиционирует себя как акриловая? Вот что это такое? Это что такое? Это точно не акрил. Это вообще ничто. Это пирожок ни с чем. Это вообще хоть на что-нибудь годится? Кроме мусорки? Мне кажется, что нет. И причем, если вам показалось, что тут 1 тон, ну, кроме черного, то вам показалось. Я использовала вот эти вот все замечательные цвета. И, ну, они превратились в это. В грязь. Если никаких идей не появится, то просто выброшу эти краски. Хотя, конечно, ну, как-то грустно, обидно, да, но с другой стороны, а зачем они просто так лежат у меня? Кто сделал эту краску? С какой целью? Кто-нибудь ее вообще испытывал, мне вот интересно. И если ее испытывали, то мне интересно, что эти люди делали и как они это утвердили вообще в производстве. Это ж, ну, без слов просто. Без мата не скажешь. Только горы какие-то у меня такие, ну, знаете, более-менее интересные получились. Ну, это вот как бы с натяжкой, можно сказать, да? Ну, вот это все. Будь это нормальный акрил, оно бы без вопросов, без проблем перекрыло бы этот задний фон. Но мы уже поняли, что это не акрил. Это какая-то чушь собачья. Просто ничего не происходит. Ничего. Ну, не получается. Я очень стараюсь что-то сделать адекватное. Мне не получается. Северное сияние — это, ну, вообще тучка какая-то зеленая налетела. Волосатая. Сопля какая-то упала, как говорится. Ладно. У меня нет бумажных полотенец. Я подумала, решила, что я буду сразу на холсте замешивать цвета. Что и ловко тут. Чуть так, вот тут скорее так вот будет. Ой. Что и ловко тут. Эти. Класс. Мне кажется, да. Так, ладно, и давайте. Блин, акварель упала. Ну, я вот думала, что это уже камера падает. Черт, сердечный приступ не схватила. Легким движением руки. Я по шкафу уже рисую, я не заметила это. Если я тут разукрашу шкаф, у меня потом лицо владелец разукрасит, понимаете? Ну, вроде бы это малость. Ну, слава богу, мое лицо должно остаться целым. Так, ладно, продолжаем. Потом, если смотреть издалека, то в целом нормально выглядит. У нее, конечно, красиво и вблизи, и издалека. Но это как бы уже другой уровень совсем, знаете, другая школа. Так уже как-то поинтереснее становится. Ладно. Берем белую краску, такие извилки делаем, да? Это делать щеткой, наверное. Разницы не должно быть особой. На полу тоже звезды будут теперь. Ну вот. 1 hour later. Немножко шкафчик разукрасила вместе с картиной. Но я надеюсь, оно отмоется. Пол вот тоже не прошел мимо, так сказать. Вот так вот чаечек, значит. И буду рисовать сегодня карандашиками. Уже вечер, поэтому как-то, знаете, хочется чего-то уютного. Вот так вот. Господи, давай. Ну. Гори. Ну. Бля. Не спрашивайте. Так, ладно.
Погода, конечно, вот. Но... Смотрите, кто там сидит. Хе-хе. Птичья любовь там происходит. Горлицы моих любимых. Хе. Так, я тут подумала, что я порисую еще портреты. И я буду рисовать блогеров, поэтому... Мне просто интересно, узнаете вы кого-нибудь из них или нет. Насколько у меня получится похоже на правду. Ну, ладненько. Буду тогда рисовать. Сегодня мы продолжим рисовать человеческие лица. One hour later. На самом деле, не знаю, получится у вас узнать кого-то тут или нет. Но мне кажется, что даже довольно неплохо получилось. Можно сказать, узнаваемо. Камера вот лицо, например, видит. Ух ты, у всех троих видит лицо. Ну, тогда это профессионально. Ничего не скажешь. Какая ровная линия. Вот это вообще. Вау. Посмотрите, вот это слада для глаз, конечно, я в шоке. Сейчас все развалится. Давайте. Божественный свет, как говорится, он... Так, короче, я пока смотрю туториал по маркерам. Ну, конечно, никаких блендеров у меня нет. Ну ладно. Мы попытаемся без них как-то обойтись. И хотя бы что-то нарисовать более-менее не ужасное. Не знаю, что получится, но посмотрим. У меня еще такая палитра радужная, поэтому даже не знаю. Наверное, в этом случае это плохо. Ну ладно, выдумаем что-нибудь. Так, первая работа. Вторая работа. И вот она, третья работа, вот такая вот, с Парижем. Получились вот такие вот лимоны должны были быть. Получились, даже не знаю, возможно, больше апельсины, чем лимоны. Работа тем самым интересным акрилом. Вот оригинал. Ну, как бы вот и моя работа. Вот такой вот. Да, очень, я знаю, так, знаете, красочно, насыщенно, живописно. Сразу понятно, что чем есть. Ну ладно, если вообще серьезно, да, подходить к делу, то после я рисовала тот же самый натюрморт. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы... Только адекватным акрилом. И получилось что-то вот такое вот. Ну, как бы ничего себе разница, да? Все-таки многое зависит от материала, так что да. Как бы вот для сравнения. Вообще ни в какое сравнение не идет, конечно, но что тут сравнивать, да? Понятное дело, что это лучшая работа. Это так чисто можно выбросить. Там лежат мои лимоны и апельсины. Слушайте, они так круто выглядят, вот так вот, да? Вперемешку с другими работами очень круто смотрятся. Вот такие были последние работы карандашом. Это я немного порисовала руки. После этого были портреты, пробы. Этот человек получился реалистичен, но почему-то он мне не нравится. Какой-то он противный, знаете. Так, ну и последнее, это вот эти портреты блогеров, которые вы уже видели, конечно.
Вот, я их показала заранее. Мне нравится, как они получились, на удивление. Ну, я вижу, что есть кое-где кривость, например, вот тут два разных глаза, но как бы ладно. Вот тут мне очень нравится, как волосы получились. Мне кажется, они выглядят прямо такими блестящими. Это круто, мне такое нравится. Ну и последнее, что я делала, это моя проба, значит, в маркерах. В принципе, из всех трех мне больше всего нравится вот эта розовая леди. Она как-то удачнее всего получилась, ну и еще вот это, в принципе, что-то в ней есть. Это получилось хуже всего. Ну и пишите в комментариях, конечно, какие работы вам понравились больше всего. Мне вот больше всего эта выкраска понравилась. Кажется, лучше всего получилось. Так, в принципе, мне большинство работ нравится, и я думаю, что даже их повешу на стенку. Ну и в целом, что сказать. Я считаю, что эта неделя не прошла даром для меня. Я попробовала много вещей, которые, знаете, хочется, но не можется. Потому что ты понимаешь, что у тебя, скорее всего, не получится так, как ты хочешь, так, как ты это представляешь с первой попытки. Да и со второй, и с третьей, и с 10-й тоже. И вот, в принципе, я очень рада, что порисовала портреты. Они получились круто. Очень даже неплохо. Я буду дальше их рисовать. Вот. Вот эта работа мне очень нравится. Она такая красивая. По цветам мне очень нравится. Я думаю, я еще сделаю парочку работ в этом стиле с какими-нибудь фруктами или просто с чем-нибудь. Вот, и повешу себе на стенку. Очень красиво будет, потому что у меня комната в белых цветах, как больничная палата. И я думаю, что не хватает чего-то такого. Лично вот такие вот работы, мне стрёмно за них браться, потому что я вот как эта вот девушка, которая рисует такие работы, я не вижу цвета, как она. У меня не получается. У меня всегда были с этим проблемы. С цветоведением. То есть, типа, я смотрю на предметы и такая, ну... Вот это красный, а в тени это красный, но темный красный. А на самом деле это обычно вот какой-нибудь фиолетовый в живописи. И я такая, типа, чё? Почему? Непонятно. Поэтому, да, это прикольно. На самом деле, надо будет потренироваться. Может, даже что-то тогда и получится у меня вытренировать с цветоведением, надеюсь. Было бы очень хорошо. Вблизи, конечно, не так круто, как оригинал. Далеко не так круто, как оригинал. Чуть-чуть, конечно, это разочаровывает, но с другой стороны, тут есть места, которые мне очень нравятся. По-моему, очень неплохо для первой работы в таком стиле, так что гордиться есть чем. Ну и плюс у меня зрение плохое, я буду на нее смотреть издалека, так что то, что надо, пойдет. Ну и это я просто люблю такие работы, хотя тоже мне обычно акрилом тяжело работать, потому что у меня маленькие тюбики, и мне так жалко его использовать. Это очень странно, потому что он просто лежит и засыхает. Он, кстати, представляете, у него срок годности 4 года, и этот год последний. Так что да, надо еще что-нибудь порисовать, пока акрил не засох сам по себе в тюбиках. Что ж, всем советую что-то такое попробовать, даже если вы новичок в этом деле и не рисовали, как я, до этого. Вы можете попробовать тоже неделю порисовать, но, например, что-то более простое, какие-то туториалы. Я сделала копию, потренировалась, набила немножко руку, и себя на стенку просто повесить я могу. Почему бы нет? Вот. Такие пироги. Всем большое спасибо за просмотр. Всех люблю, целую. Ну и до следующего видео, получается. Пока не знаю, какое будет следующее, но что-нибудь мы придумаем. Вы свои идеи можете тоже писать в комментариях. Естественно, как называется? Естественно, в пределах разумного.